Всем привет, дорогие друзья, это рубрика «Патруль в CS2». И я только что допер, что у меня много аккаунтов. Почему я на одном смотрел? Ведь здесь нету абсолютно никакого пропуска, и вы тоже можете зайти и смотреть больше патрулей. Так, нельзя чего? Погоди! Надо 1000 часов в CS2, чтобы можно было смотреть демки подозреваемых на стороннем сайте, где специально разработчики сделали, чтобы смотреть демки. Чё за бред? Так, я зашел на основу. Теперь я буду просто на других аккаунтах сидеть нон-стопом в Counter-Strike. На ноуте запущу, на компьютере и буду спамить часы. Ладно, это подозреваемый у нас, кстати, это звезда, Big Star. И это, естественно, соревновательная игра. В Big Star я уверен, что все практически играют с читами. Блин, меня бесит вот эта табличка, что это Suspect. Я не знаю. Реально, мне до сих пор никто внятного ответа не дал, почему и откуда вот такой вот худ расположен на этой игре. Кстати, делает -2, третьего не забрал, потому что там типок... Так, ну давайте все-таки посмотрим. Не, ну, ребят, я не могу сказать, что он какой-то... Ну, хотя, слышишь, он не пытается табить, он... Ну, хотя, знаете, в CS2 сейчас, наверное, модно играть таким образом. Давайте посмотрим. Здесь слеплен. Выбегает справа. Так, ну, естественно, по инфе Росса забирает. Там все бегают. Снова этот шампиньон в шляпе и с лупой. Ты суп сделал? А за луком ты сходил? Бам! Росс, как он сейчас его забрал спокойно. Сверху не видит ствол, он не видел его. Ну, хотя, знаете, я не удивлен, что, может быть... Так, вот это вот плюс, я могу сказать, тому, что он не читер. Потому что он пробил именно там, где нет врага. Заметил, начинает жестко расстреливать, но, тем не менее... Так, вот... Не, ну тут он на звук. Откидывают хаешку. Видел. Смотри, какая командная работа. Не, ну блин, вот это очень подозрительный момент. Но я обратил внимание, что это непростые люди. То есть сверху тип начинает байтить, пока тот на шифте шел. Но у них что-то не получилось. То есть байт не удался. Хотя было бы, блин, прикольно. Так, смачок забросили. Самый распространенный метод понять, читер игрок или нет, это встать в дым. Вот и все. Если он по тебе стреляет, по модельке, то это очень легко определить. Так что если вы будете подозревать какого-нибудь типа в читерстве, волхакерстве, то пытайтесь подбросить куда-нибудь смоук, чтобы он туда зашел. И, ну, точнее, ты туда зашел и начинал как-то... Вот, смотри, вот смог, да? Вот посмотрим, если он будет пробивать сквозь... Нет, он просто хаешка его. Это было жестко на самом деле, но, тем не менее, поменялись сторонами. Теперь наш подозреваемый Suspect играет за КТ сторону, забирает гуся, перезаряжает бизон, забирает дигл. И бежит просто. Просто бежит. И зачем-то нам это показывают. Ну, давайте посмотрим. Ведь мы любим смотреть долгие моменты ходьбы. Так, ну, естественно, ламбу забирает. Погоди, я отвлекся. Я посмотрел на радар. Он его видел или нет, вот этого типа? Извините. Да, он его заметил. Ну, блин, я не могу назвать этого типа читером. Я не знаю. Возможно, он играет в команде с читером, что, собственно, тоже запрещено. Осуждаю такие все моменты, осуждаю читеров. Читы — это очень плохо. И, естественно, чем больше читеров играет... Хотя, знаете, уже, мне кажется, Counter-Strike давно разрешил играть с читами. Судя по тому, что я вижу. Каждого второго практически играющему с щитом, просто раздражающе бесящего мутанта. Так, флешку отбрасывает на мидл. То есть он умеет. Там с балкона тип смотрит на мидл. Естественно, он по карте может определить по радару, точнее, где находятся враги, и тем самым забирает. Но тут ничего подозрительного нету. Шифтит слева тип, он его не чекает. Смотри, 8-7 счет, а он не чекал. У него даже
экран сам не был в стране, где находится враг. То есть обычно происходит все наоборот. ВХшники пытаются держать в зоне видимости от типов. Так, забирает Херона. Забирает Игуану. Ну и последний, точнее, третьего он не смог забрать. Откидывает флешку. Не, ребята, я здесь не вижу ничего подозрительного. Это обычная игра. Вот слышно было, что с Молика поступил звук. А это означает, что там кто-то должен был находиться и забирать. Погоди, я снова, отвлекаюсь. Я что-то куда-то смотрю, не пойми куда. И не видел, как он забрал сейчас еще двоих. Просто спреем. Ну, я не знаю. Такие... Знаете, бывает везет. Вот кто играл в кубики, вот эти 3 в ряд, тот понимает, о чем я говорю, что бывают такие, знаете, совпадения. То есть ты один кубик сдернул, и там комбо пошли. 120 комбо прям в ряд пошло, и все, и ты побил рекорд вообще вселенной. Тут то же самое. То есть пуля дура, естественно. О, кстати, это не его калаш. Хотя, знаете, было бы прикольно. И странно я заметил, что читер с дорогими скинами нам попался только один раз. Ну что это? Они просто ходят друг за другом. Как это можно как-то... я не понимаю, я не знаю, как это... Просто, я говорю, 3 в ряд, вот случайно, просто случайно тип как-то забирает типов, которые сами идут к нему на рожон. Это бред. Это реально бред, я не верю, что это бигстары. Может быть, он сам бигстар, но играет, видимо, на низких более званиях, потому что может собрать фулл стак из 5 людей и играть спокойно в игру. Так, все, демку мы просматривать закончили. Я могу с уверенностью сказать, что это не читер. Здесь подозрительных моментов даже не было. Было подозрительные моменты его удачи, но никак не читерство. Так, Prime, Unranked. Давайте посмотрим. Без звания типок на оверпассе как играет. Посмотрим, обратите внимание, у нашего подозреваемого нету скинов. Но зебра... Оу! Нормально зебра дала. Прям жбану вегану. Вагана. Я подумал, зебра вегану в щи прописала. Это было бы довольно странно в звучании, так сказать. Но тем не менее, давайте все-таки смог спокойно сейчас будет заходить. Это одно из причин того, что я думаю, что он читер. Потому что в смог заходить опасно. Как опасно? Ты не знаешь куда. В смог на шифте это самая тупая идея в мире. Забирает спокойно Снейка, и все, и конец. Я понял. Дальше там Ламбо, Альфа, Соломон уходит в таверну. Нет, он не стреляет префами. Обратите внимание, я не знаю, зачем вы кидаете. Если чувак играет по леге, то, естественно, его спалят когда-нибудь. Он спалится очень жестко, и его все равно забанят. Это 100%, что бы вы ни делали, но если вы делаете это постоянно, то либо добьетесь успеха, если вы все честно делаете. А если вы все-таки решитесь переступить, так сказать, правильную по понятиям моментом, вот, например, играть с щитами или еще что-то, то рано или поздно вы все равно попадетесь на этом, и вас либо забанят, либо лишат возможности играть или что-то типа этого. Но это уже испокон веков, это исторически, это все знают. Так что не совершайте ничего плохого. Так, а вот тут уже не... Опа! Вот этот моментик. Ладно, нам еще часа 2 смотреть. Посмотрим, как он сейчас... Так, здесь, я не понимаю. Он либо прикалывается, то есть реально пытается играть таким образом, чтобы его нельзя было никак спалить, но, тем не менее, он пробил очень странно чувака в смог. То есть он как будто бы знал. Вот тут, посмотри, он шел назад, хотя, может быть, там постоянно враг тусил. Но я не могу сказать точно. Лучше байтить постоянно бежит. Чел,
Соломон, лучше бы ты немножко подождал бы и как-то забайтил бы таким способом читера. Но здесь я не могу сказать 100%, что он не читер. И также не могу сказать абсолютно обратную ситуацию. Так, вот, смотри, обрати внимание, чувак сидит в смоку. То есть он сидел, так, видел в голову, спокойно простреливает. Разумеется, нам этого не понять, игрокам Counter-Strike, Global Offensive. Так, ну тут было... Хотя, блин, он там стрелялся, поэтому информация, скорее всего, по нему была, но самое плохое то, что нам показывают моменты не в начале игры, не целый раунд, как это было в патруле CSGO. Собственно говоря, о чем мы говорили, что зачем нам эти раунды смотреть, лучше покажите всю игру, то есть вот эти моменты, где их там что-то делает, короче, подозреваемый. Так, ставит план, при этом видел типа, который сейчас, видимо, спрыгнет, нет, он стреляет и забирает зебра Снейка, и конец, вот. А сейчас я забираю свои слова обратно, потому что... Блин, ну не, слышишь? Ну вот он когда чувак какой-то стоит, то есть тип, он, естественно, сразу наготове. То есть посмотри, ну вот эти моменты очень подозрительны, поэтому я, видимо, первый раз кину, что я не уверен в своем вердикте, потому что я не могу сказать, что это чит, но не могу сказать, что это не чит. Вот таким вот образом. Это, наверное, первый раз, когда полностью не уверен, но он... Ну, смотри, он просто стоял. То есть чувак, даже ничего не чекая, выходит на шифте, тем самым давал шанс врагу. Так, давайте посмотрим на момент. Ну, там, блин, вагон очень много там кидал хаешек и тому подобное, что тем самым, изменив структуру игры в целом, он поменял матрицу тем самым. О, красиво, смотри, с маку развеялся огонь. Довольно-таки симпатично. Блин, вот это снова это чувак, Шерлок Холмс, это я. Так, слышал типа, который спрыгнул. Блин, он слышал, ну смотри, послушай внимательно, вот этот момент. Да он слышит, как тип бежит. Блин, я не уверен, что он не то что... Я не знаю. Вот я не уверен, что он читер или не читер. То есть, к сожалению, он засчитал мне этот сайт, что я поставил вердикт. Но, тем не менее, я был не уверен в этом, поэтому давайте соблюдать хоть какие-то правила. Вот, 2 калаша. Офис. На офисе обычно играет всяческий склад индивидуалов самых лучших игроков во вселенной. Это либо... Я не буду называть, иначе вы меня вообще захейтите. И так, захейченного типа вроде меня. Так, ну блин, он забирает очень странно. Как будто бы тоже вот пули как-то магнитятся. Смотри, раунд за раундом на офисе одна и та же позиция. Одни и те же двери. Так, ну он как будто вот знает. Смотри, когда чуваки выходили, он отходил назад. То есть это очень странно. Оп. Он на уголок навелся, он не навелся на голову, он не навелся куда-то ближе к телу. И обратите внимание, у него какие-то скинчики да есть. Так что... Так, ну блин, тут слышно было. На самом деле, как там бегают. Снова смотри. Вот поэтому никто не любит офис. А вот это что это такое? Это CS2, это самая лучшая игра в мире. Вот это вот справа. Кровь то появляется, то исчезает. Ну ладно, на такие мелочи уже никто не обращает внимания, потому что это Valve это небольшая такая инди-компания. Все это знают, у них очень мало денег, как у меня, поэтому можете поддержать меня скинчиками. Кстати, хорошие скинчики у него, посмотри. Это, по-моему, красная линия, если я не ошибаюсь. Я уже давно не скинодрочер. Я больше по-другому тащусь. Да ёпта, вот только что поменялся, он был с калашом, сейчас он с галилом. То есть, да, калаш-то его. Но я не могу назвать, читеры, я не знаю. Я просто не знаю.
Ну, тут назвать этого типа читером у меня язык не поворачивается. Смотри, какая эмочка, классное аниме. Кто любит аниме? Я, кстати, только недавно... Так, вот это вот странно. Вот этот вот странный момент, обрати внимание. Вот он не видел, чувак сел и вот сразу на префе начал стрелять. То есть, видишь, тут никого нету, и он начал стрелять именно тогда, когда там враг. Хоть когда там врагов нету за углом, он нигде ничего не стреляет. И даже боится выходить к типу, где, скорее всего, кто-то будет. Ну, блин, у него все залетает. Я не знаю, может, что-то поменяли в Counter-Strike 2, но этот жопы вообще к врагам стоит. Ну, чувак, ну давай делай экшен. Так, забирает, естественно, кого-то. Я не успел даже посмотреть, кого. Но, тем не менее, одно и то же на офисе. Так, ну, нет, здесь чувак сзади стрелял, он говорил инфу, по радару даже видно, где находился. А вот про этого не знает. И смотри. Нет, слышно. Он даже спалился. Не палитесь, ребят, ну если вы на шифте передвигаетесь, так и сложно определить. Так, вот смотри, тип за углом стоит. Прифанет или нет? Конечно, ничего не показали. А прикинь, в этом моменте, в котором не показали, вот как он стрелял. Тут же, естественно, он всякие фраги нам показывает, игра. А вот представь такой момент, что он просто по приколу в голову через стены шмаляет. Просто ради смеха. А это нам не показывают. Вот как здесь пример. Ну да, ну смотри, он прям по модельке шабил. Смотри, он прям по модельке он стреляет. Он даже не пытается куда-то отвести. Ну вот это максимально вот палевный момент. И, кстати, за КТ палевных моментов будет намного больше. Так, отбегал, потому что надо было перезаряжаться. Вот смотри, он сейчас в смоку стоит, сразу все, обратите внимание, все игроки здесь видны. Этого знал, но этот его забрал спокойно. Блин, мне надо больше моментов, где он играет за КТ, потому что за КТ очень легко спалиться, особенно на карте офис, потому что тебе надо рашить, и ты должен чекать позиции врагов. Естественно, они находятся в разных позициях. Если ты читер, то ты спалишься обязательно. Так, флешечку закинули, он отвернулся. Естественно, сзади тип. Вот смотри, он не знает, что там тип, но он идет к нему. Если он налево повернется... Ну не, слышишь? Это бред, реально. Он заметил типа... Вот посмотри, про что я говорю. Вот это... И где этот момент? Вот, посмотри. Он идет к этому типу. Вот смотри, он пытается, увидит вот здесь типа, и он такой, так, а зачем я пойду в смог? Я сейчас пойду аккуратненько назад. И смотри, он не идет вот так. Он знает, что здесь есть типов, и поэтому он не передвигался так быстро. То есть вот это психология, ребят, это реально... Какой здоровый человек будет играть на офисе? Начнем с этого. Но, тем не менее, что есть, то есть. Блин, дайте мне один раунд полноценный. Я скажу, читер он или нет. Смотри, как он действует, смотри. Да не, он, слышишь, он 100% знает, где враги находятся. Это 100% волхакер. ВХ это плохо. Осуждаю всех читеров на планете Земля и не только. Даже на планете Архаус. Если такая есть. Я по биологии не очень знаю, поэтому планеты плохо различаю. Так, ну, естественно, забирает ему спокойно типа, забирает его калаш, перезаряжается, не выходит. Ну, да нет, слышишь? Ну, смотри, он сейчас, ну, блин, ну, флешку кидает, он знает, где находится враг 100%. Не, слышишь, это уже это волхак. Это волхак явный. Ну, если он здесь сейчас еще смог... Нет, это ВХ. Смотри, как он реакция. Он даже не знал, где тип находился. Он уже шмаляет по нему. Смотри. Этого не видно. Смотри, смог развеивается. Он резко на него переводит. И тут, смотри, типа вообще не видно. А он начинает по нему стрелять. Вот, КТ, больше КТ раундов показывает. Читер, 100%, я уверен.
пошел в бан. Разумеется, отправил я его. Так, следующего смотрим сразу же, моментально, быстро. Кстати, это прикольно, нажал на кнопку и сразу смотрит. Потому что в Counter-Strike Global Offensive такого не было. Ты должен ждать очень долго, пока не появится новый патруль и новый подозреваемый. Я хотел сказать, протрезвяемый. Ну ладно. Тем не менее, забирает... Очень странно забирает. Я не верю в таких диглометов, которые бегают с диглами и ставят всем в голову. Но, тем не менее, прям наводит. Вот это вот вообще человек, который, видимо, только что скачал где-то Counter-Strike. Ну, не где-то, а в Steam, разумеется, потому что на других нельзя. Осуждаю пиратство, осуждаю все. Я только за лицензионный. Йоу! Что это такое? А что это? Ну, нет, он даже не пытается скрыть того факта, что он читер. Тут я даже не знаю, с чем его сравнить. Наверное, с гнилым помидором, который находится у меня в холодильнике, стухает, а потом вся колбаса пропахивает ей, и ты думаешь, что колбаса воняет. Вот он примерно этот запах, вот, а не тухлая колбаса или... Он просто запах. Спашок тухлятины. Не, а им тут есть однозначно. Тут все абсолютно читы у этого подозреваемого есть. Давайте посмотрим, как он с ССГ сейчас будет стрелять. Смотри, он даже стреляет, он стоит на одном месте. То есть он вообще не умеет играть. Вот, смотри, он стрельнул и стоит. Просто пока затвор не передернет его перса. Наш, я чуть бы не сдох снова, ну ладно. Так, забирает Рейта. Ну, ты видел, да? Ну вот и скажите мне, что искусственный интеллект, который внедрен в Counter-Strike 2, вот этот античит, он работает. Я не могу назвать, что он работает, потому что это премьер, и тут однозначно человек бегает, в смог стреляет, и его никто не банит. Так, 5-й Сильвер, так, 1, 2, 3, 4, 5, да, это 5-й Сильвер, и... Давайте его все-таки посмотрим. Но давайте перед просмотром хочу всем сказать огромное спасибо за поддержку в виде скинов, кейсов, ширпотреба. Ну, ширпотреба, мне особо не надо, но вот кто кейсики кидает. Я, разумеется, пытаюсь расписаться всем, кто открывает страницу. Ёлки-палки, откройте, пожалуйста, чтобы я смог поставить вот так вот плюс реп. Естественно, у меня не очень хорошее сейчас настроение. Так, вот это, кстати, очень много хорошего дерьма скинул, поэтому я его тоже распишу обязательно. Я уже расписался 23 часа на... Я понял. Короче, ссылка на трейд будет в описании. Кто хочет мою роспись легендарную, потому что я, возможно, уже не осталось недолго. Так что расписочка будет дорого стоить, наверное. А может и нет. Посмотрим. Ну, а тем не менее, мы смотрим за следующим подозреваемый Хаткер. Как это ник читается? Я вообще увидел как хакер. О, вот это дешевый скинчик, но тоже легендарный. Все читеры играют именно с этим ССГ почему-то. Но, тем не менее, на Dust 2 очень много читеров, потому что очень много игроков играет на карте Dust 2. Поэтому много читеров. Это очень странно, что кто-то говорит, что на каких-то картах больше читеров, чем на других картах. Это абсолютно ложь. Больше, естественно, там, где больше людей. Потому что чем больше людей, тем больше правонарушителей, так сказать. Слева, видно, смотри. Но он как будто специально дрочит их, но, естественно, забирая попутно. Смотри, там китайские иероглифы. А это что? Ах, откуда у них? Это граффити? Действительно, такие существуют? Я просто не знал. Но теперь я знаю. Так, вот это странно, что он не зацепил типа, который пробежал. Если он с ВХ, то он обязательно бы это сделал бы. Но здесь я еще... Опа. Как же засчитывает, а? Слышишь, он 2 раза в голову попал, но игра отказалась засчитывать. Его фраг видит жопу врага, естественно, бежит с ножом. Ну а что ему еще остается делать, как бежать с ножом? Ну, естественно, каждый, когда видит врага, берет в руки нож и бежит к нему. Ну, разумеется, обычная игра. Так, опа. Ну, тут плечо видно, смотри, он спорно, но могу с уверенностью сказать, что он всегда чекал немножко ниже. Прицел был, но сейчас, когда тип выше, он, естественно, туда и чекал.
Но это тоже очень такой себе момент, потому что я все-таки видел, что он видел того, что я видел, и поэтому он не видел то, что он и делает, как... О, вот это как раз прикольный скин, конечно, не могу сказать, что он прям шикарен, но довольно-таки неплохой. Естественно, в следующем раунде его уже нету. Мы не знали, выиграет он или не выиграл, забрал, не забрал. Но, тем не менее, мы видим только то, что нам показывает этот патруль. А что это с револьвером? Или это наклейка какая-то? Да покажи! Хватит дрочить! Я не знаю, за кто это? Зачем дрочить вот эти вот диглы? Кому-то нравится? У вас ПТСР или ПТРС... Короче, синдромы большие, проблемы и неприятности у вас. Идите, обратитесь в лечебную клинику какого-нибудь ветеринара, потому что... Ну, я про читера, разумеется, потому что я не одобряю их, и пускай он лечится, а не про тех, кто крутит скинами. Так, ну, естественно, мы видим прекрасно, что наш подозреваемый шмаляет прям четенько, прям пытается фликать. Здесь он не мог слышать никак этого типа. Ну нет, ну это волхакер. Это тот самый читер, который пытается показаться, что он крутой, видимо, своей подружке или другу, или подружке, не подружке, но тем самым трансформеру какому-нибудь. Короче, вы поняли, да, что... Ну не, слышишь, это очень странный тип, это очень странный тип. Я не могу сказать, что он прям не читер, но то, что он читер, сказать я могу, однозначно. И поэтому я говорю, смотри, он зумит, когда там тип бежит. Ну что это за бред? Он стоял, никуда не чекал, никуда не смотрел, но как только попадает в его радар вот этого волхакерства какой-нибудь враг, он сразу же туда целит. Но стрелять, тем не менее, он не умеет. Поэтому против такого читера можно, кстати, даже и выиграть. Стреляет, разумеется, по модельке. Смотри, он прям по модельке шмаляет. Да, вы можете сказать, что это дорогие наушники, и он по звуку определяет, но, блин, типок, который любит Counter-Strike и который хочет хорошие девайсы, то есть в реальной жизни, то у него есть определенно какой-то скин, потому что он уважает эту игру. А не вот это вот чудовище, которое шмаляет. Смотри, и снова в конце, в самом конце нам показали, что действительно этот типок является читером, и на 100% я ему кидаю репортик, и он отправляется в бан. И, к сожалению, 5 выполнил я заданий, и все. Вы тоже можете... Это не реклама, ребята, это просто кто-то создал сайт по просмотру патруля, потом ему, мы репортим, вот здесь можно свой же кинуть репортик, закинуть. Я хочу сделать игру более комфортной. Я хочу хоть как-то приложить усилия к тому, чтобы банить читеров. Если человек играет с читами, он обязан понести какую-то ответственность за это. Поэтому я и делаю это. Ну, ребят, на этом все. Всем желаю удачи, больше КЦ вам. Пока, пацаки и читлане.